Глава 3. Общие основы и стихии Вселенной. Образование миров. Образование живых существ. Население Земли. Адам. Разнообразие рас человеческих. Множественность миров. Библейские согласования и соображения, касающиеся сотворения. Параграф 9. Образование миров. Примечание. Вселенная включает в себя бесконечность миров, которые мы видим, и тех, коих мы не видим, все одушевленные и неодушевленные существа, все звезды, движущиеся в пространстве, как и наполняющие его флюиды. 37. Вселенная, была ли она создана или же существовала извечно, как и сам Бог? Без сомнения, она не могла сделаться сама собой, и если бы она была извечна, как сам Бог, то не могла бы быть творением Божьим. Примечание. Разум говорит нам, что Вселенная не могла создаться сама собой, и так как она не может быть порождением случая, то она должна быть творением Бога. 38. Как Бог создал Вселенную? Лучше всего это можно выразить так: своим волением. Ничто не изображает эту всемогущую волю лучше, чем прекрасные слова книги Бытия. Бог сказал: «Да будет свет», и стал свет. 39. Можем ли мы узнать способ образования миров? Все, что можно сказать и что вы можете понять, это то, что миры создаются конденсацией материи, рассеянной в пространстве. 40. Являются ли кометы, как теперь полагают, началом конденсации материи и образующимися мирами? Это верно. Но нелепо верить в их влияние. Я хочу сказать, в то влияние, какое им приписывают в народе, хотя все небесные тела имеют свою долю влияния в некоторых физических феноменах. 41. Совершенно сформировавшийся мир может ли исчезнуть, а материя, составляющая его, снова рассеяться в пространстве? Да, Бог обновляет миры, как Он обновляет живые существа. 42. Можем ли мы знать время образования миров, Земли, например? Я не могу тебе этого сказать, ибо одному Создателю это ведомо. И безумен был бы утверждающий, будто ему это известно или будто он знает число столетием, кое существует сей мир. Параграф 10. Образование живых существ. 43. Когда Земля начала заселяться живыми существами? Поначалу был полный хаос. Элементы были перемешаны. Мало-помалу каждая вещь заняла свое место. Тогда появились живые существа, приспособленные к состоянию земного шара. 44. Откуда пришли живые существа на Землю? Земля содержала их зародыши, ожидавшие благоприятного мгновения, чтобы развиться. Органические начала, как только исчезла сила, державшая их в разделении, соединились и образовали зародыши всех живых существ. Зародыши оставались в сокрытом и безжизненном состоянии, как куколка у бабочек и семена у растений, до мига, благоприятного для расцвета каждого вида. Тогда существа каждого вида собрались вместе и размножились. 45. Где были органические элементы до образования Земли? Они находились, так сказать, во флюидическом состоянии в пространстве, посреди духов или на других планетах, ожидая сотворения Земли, чтобы начать новое существование в новом мире, на новой планете. Примечание. Химия показывает нам, как молекулы неорганических тел соединяются, чтобы образовать кристаллы, обладающие, как только они окажутся в подходящих условиях, постоянной правильностью структуры, согласно каждому типу. Малейшей помехи в этих условиях достаточно, чтобы помешать соединению элементов или, по меньшей мере, правильному их распределению, составляющему кристалл. Почему не быть тому же самому и с органическими элементами? Мы в течение многих лет сохраняем зародыши растений и животных, кои развиваются лишь при определенной температуре и в благоприятных условиях. Известно, что зерна злаков дают всходы и через несколько веков. Стало быть, в этих зародышах есть скрытое жизненное начало, ожидающее лишь благоприятных обстоятельств, чтобы развиться. И разве то, что ежедневно происходит у нас на глазах, не могло существовать при возникновении мира? Это образование живых существ, исходящее из хаоса силою самой природы, разве оно отнимает что-то у величия Бога? Далеко не так.
Оно лучше отвечает той идее, кою мы составляем себе о его могуществе, осуществляющемся в бесконечном множестве миров по вечным законам. Правда то, что теория эта не решает вопроса о происхождении жизненных элементов. Но у Бога есть свои тайны, и Он поставил некоторые пределы нашим исследованиям. 46. Есть ли еще существа, кои рождаются самопроизвольно? Да, но первоначальный зародыш существовал уже в состоянии скрытом, непроявленном. Вы ежедневно являетесь очевидцами этого феномена. Ткани человека и животных разве не содержат они зародыши множества червей, кои ждут, чтобы начать гнилостное брожение, необходимое для их существования? Это малый мир, который дремлет и вдруг пробуждается. 47. Род человеческий, находился ли он среди органических элементов, содержащихся в земном шаре? Да, и он пришел в свое время. Это и породило выражение, будто человек был создан из грязи земной. 48. Можем ли мы знать эпоху появления человека и других живых существ на Земле? Нет, все ваши расчеты суть химеры. 49. Если зародыш рода человеческого находился среди органических элементов земного шара, то почему же люди больше не создаются самопроизвольно, как при своем возникновении? Начало вещей в тайнах Божьих. Однако можно сказать, что люди, раз распространившись по земле, поглотили в себя элементы, необходимые для их образования, чтобы преобразовывать их согласно законам воспроизвождения. Также обстоит дело с различными родами живых существ. Параграф 11. Население Земли. Адам. 50. Род человеческий, начался ли он с одного человека? Нет. Тот, кого вы называете Адамом, не был ни первым, ни единственным из обитателей Земли. 51. Можем ли мы знать, в какую эпоху жил Адам? Приблизительно в ту, кою вы ему отводите. Около 4000 лет до Рождества Христова. Примечание. Человек, которого мы называем Адамом, был одним из тех, что выжили в некой стране, после нескольких великих катаклизмов, в различные эпохи сотрясавших поверхность земного шара. Он стал родоначальником одной из рас, населяющих сегодня Землю. Законы природы противятся тому, чтобы развитие человечества, отмеченное задолго до Христа, могло совершиться в несколько столетий, если бы человек был на Земле лишь с эпохи, указанной для существования Адама. Некоторые, и не без основания, считают Адама мифом или аллегорией, олицетворяющей первые эры мира. Параграф 12. Разнообразие рас человеческих. 52. Откуда происходят телесные и нравственные различия среди рас людей на Земле? Климат, образ жизни и привычки. То же самое происходит и с двумя детьми одной матери, воспитанными вдали друг от друга и различным образом, они ни в чем не походят один на другого в моральном смысле. 53. Зарождался ли человек в разных точках земного шара? Да, и в разные эпохи, и в этом одна из причин разнообразия рас. Затем люди, рассеиваясь по различным континентам и климатам, и приобщаясь к другим расам, образовывали новые типы. Эти различия, составляют ли они отдельные роды? Конечно же нет, все они из одной семьи, ведь незначительные различия того же плода не мешают ему принадлежать к одному и тому же роду. 54. Если род человеческий не происходит от одного человека, то должны ли люди перестать из-за этого считать себя братьями? Все люди суть братья в Боге, потому что они оживлены духом и стремятся к единой цели. Вы хотите всегда понимать слова буквально. Параграф 13. Множественность миров. 55. Все ли миры, вращающиеся в космосе, обитаемы? Да, и человек Земли далек от того, чтобы быть, как он то полагает, первым по уму, доброте и совершенству. Есть, однако, люди, мнящие себя очень сильными, воображающие, будто этот маленький шарик один имеет привилегию быть населенным разумными существами. Гордыня и суета. Они полагают, будто Бог создал Вселенную для них одних. Примечание. Бог населил миры живыми существами, кои все способствуют конечной цели провидения. Полагать, будто живые существа сосредоточены на одной точке,
которую мы населяем во Вселенной, значило бы поставить под сомнение мудрость Бога, кое не сделал ничего бесполезного. Он должен был определить этим мирам более серьезную цель, нежели развлечение нашего взгляда. Ничто, впрочем, ни в положении, ни в размере, ни в физическом строении Земли не может на разумных основаниях заставить предположить, будто эта точка, одна из стольких тысяч подобных миров, имеет привилегию быть обитаемой. 56. Одинаково ли физическое устроение иных миров? Нет, они нисколько не схожи. 57. Поскольку физическое устроение миров не одинаково для всех, то следует ли из этого для населяющих их существ различия в организации? Несомненно, как у вас рыбы созданы, чтобы жить в воде, а птицы в воздухе. 58. Миры, наиболее удаленные от Солнца, лишены ли они света и тепла из-за того, что Солнце показывается им в виде маленькой звезды? Неужели вы думаете, будто нет иных источников света и тепла, кроме Солнца? И неужели вы ни во что не ставите электричество, кое в некоторых мирах играет роль, неведомую вам и совершенно по-иному важную, нежели на Земле? Впрочем, никто не говорит, будто все существа видят одинаковым с вами образом и органами, устроенными так же, как ваши. Примечание. Условия жизни существ, обитающих в различных мирах, должны быть приноровлены к среде, в коей они призваны жить. Если бы мы никогда не видели рыб, то не поняли бы, как эти существа могут жить в воде. Так же обстоит дело и с иными мирами, которые без сомнения включают в себя стихии, нам неведомые. Разве на Земле не видим мы, как длинные полярные ночи освещаются электричеством полярного сияния? Есть ли что невозможное в том, чтобы в некоторых мирах электричество было более изобильно, нежели на Земле, и играло там некую всеобщую роль, которую мы не можем понять? Миры эти, стало быть, могут заключать в себе самих источники тепла и света, необходимые их обитателям. Параграф 14. Библейские согласования и соображения, касающиеся сотворения. Народы составили себе о сотворении понятия самые различные, согласно степени своей просвещенности. Разум, опирающийся на науку, признал неправдоподобность некоторых из этих теорий. Та же, которая дается духами, подтверждает мнение, с давних пор допущенное самыми просвещенными людьми. Единственное возражение, кое можно сделать против этой теории, заключается в том, что она противоречит тексту священных писаний. Но серьезный анализ заставляет признать, что противоречие это более мнимое, чем действительное, и что оно следует из толкования, даваемого смыслу часто аллегорическому. Вопрос о первом человеке в лице Адама, как основателе человечества, совсем не единственный, по поводу коего религиозным представлениям должно измениться. Вращение Земли показалось, в свое время, настолько противопоставленным священному тексту, что нет таких преследований, коим бы теория эта не послужила в свое время предлогом, и все же Земля вертится всем анафемам вопреки, и никто сегодня не может оспаривать этого, будучи в здравом уме. Библия говорит также, что мир был сотворен за 6 дней и определяет эпоху его сотворения приблизительно 4000 лет до христианской эры. Прежде этого Земли не существовало, она была извлечена из небытия, текст формален. И вот позитивная наука, непреклонная наука, приходит доказать противоположное. Образование мира неписанными буквами отмечено в мире ископаемом и доказано, что 6 дней творения суть скорее периоды, каждый из коих длительностью, быть может, во много сотен тысяч лет. Причем все это не есть какая-то система, какое-то учение или изолированное мнение, это явление столь же постоянное, как и вращение Земли, кое теология вынуждена была принять. Оно очевидное доказательство заблуждения, в которое можно впасть, понимая буквально аллегорические выражения образного языка. Следует ли из этого заключить, будто Библия есть заблуждение? Нет, следует заключить лишь то, что люди ошиблись, толкуя ее. Наука, изучив архивы Земли, признала порядок, в коем различные живые существа появились на ее поверхности, и порядок этот согласуется с тем, что указан в книге Бытия, с той лишь разницей, что творение это,
Вместо того, чтобы чудесным образом выйти из рук Бога, за несколько часов свершилось всегда по воле Его, но согласно с законами природы, в несколько миллионов лет. 20. Разве Бог от этого менее велик и менее могуществен? Разве дело Его менее величественно от того, что не имеет очарования мгновенности? Очевидно, нет. Нужно было бы составить себе о Боге понятие, крайне скудное, чтобы не признать Его всемогущество в вечных законах, кое Он установил, дабы править мирами. Наука не только не преуменьшает дело божеское, но и показывает его нам в виде более грандиозном и более соответствующим нашим понятиям о могуществе и величии Бога, свидетельствуя, что все совершилось, ни в чем не нарушив законов природы. Наука, согласная в этом с Моисеем, помещает человека последним в порядке сотворения живых существ. Но по Моисею всемирный потоп приходится на 1654 год от сотворения мира, тогда как геология показывает нам великий катаклизм, предшествующим человеку, если учесть, что до сего дня в первоначальных слоях не находят никаких следов ни его присутствия, ни присутствия животных той же категории с точки зрения физической. Но ничто не доказывает невозможности этого. Многие открытия посеяли на этот счет сомнения. Может, следовательно, быть, что с минуты на минуту мы получим материальное подтверждение этому предсуществованию человеческой расы, и тогда будет признано, что по этому пункту, как и по другим, библейский текст есть некий символ. Вопрос, стало быть, заключается в том, чтобы выяснить, не одно ли это событие, геологическое наводнение и потоп, который пережил Ной. При этом должно учитывать, что продолжительность времени, необходимая для образования ископаемых слоев, не позволяет нам спутать их и ошибиться на их счет, и с момента, как будут найдены следы существования человека, перед великой катастрофой будет доказано либо то, что Адам не был первым человеком, либо же то, что сотворение первого человека теряется во тьме времен. Никакие рассуждения не устоят перед очевидным фактом, и его придется принять, как был принят факт вращения Земли вокруг Солнца и 6 периодов сотворения мира. Существование человека до геологического потопа, правда, еще предположительно, но вот что более определенно. Если допустить, что человек впервые появился на Земле 4000 лет до Рождества Христова, и если 1650-ми годами позднее весь род человеческий был уничтожен, за исключением одной семьи, то из этого следует, что заселение Земли датируется лишь от Ноя, то есть от 2350 года до нашей эры. Между тем, когда евреи в XVIII веке до Рождества Христова переселились в Египет, то они нашли страну эту весьма населенной и уже обладающей сильно развитой цивилизацией. История доказывает, что в эту эпоху Индия и другие страны также процветали, и все это даже без учета летосчисления некоторых народов, которые восходят к эпохе гораздо более отдаленной. Стало быть, потомство одного человека не только смогло населить все огромные страны, тогда известные, если предположить, будто остальные заселены не были, но и за короткий промежуток времени род человеческий смог подняться от полнейшего невежества примитивного состояния к самой высокой степени интеллектуального развития. Но это противоречит всем антропологическим законам. Разнообразие рас также говорит в поддержку этого мнения. Климат и привычки, несомненно, производят изменения в физическом облике, но мы знаем, до чего может дойти влияние этих причин, и физиологический анализ доказывает, что между некоторыми расами существуют конституционные различия, более глубокие, чем те, которые обусловливаются климатом. Скрещивание рас производит переходные типы. Оно стремится стереть крайние особенности, но оно их не производит. Оно создает лишь помеси. При этом, чтобы произошло скрещивание рас, нужно, чтобы были различные расы, и как объяснить их существование, давая им общее родоначало, когда расы эти существуют бок о бок. Как допустить, чтобы за несколько веков некоторые потомки Ноя преобразились до такой степени, чтобы произвести эфиопскую расу, например? Подобная метаморфоза не более допустима, нежели гипотеза об общем родоначале между волком и овцой, слоном и тлею,
птицею и рыбой. Скажем еще раз, ничто не может возобладать над очевидностью фактов. И все напротив объясняется с допущением существования человека до эпохи, вульгарно ему приписываемой, с допущением многообразия родоначал. Адама, жившего 6000 лет тому назад, как человека, населившего страну, еще необитаемую, с признанием Ноева потопа как частичной катастрофы, перепутанной с геологическим катаклизмом, с принятием, наконец, во внимание аллегорической формы, присущей восточному стилю изложения, формы, кою мы находим в священных книгах всех народов. Поэтому благоразумно не отвергать в избытке легкомыслия те учения, каковые рано или поздно могут дать опровержение всем, кто с ними воюет. Идеи религиозные, далекие от того, чтобы терять что-то, лишь крепнут, идя вместе с наукой. Это единственный способ не стать к скептицизму уязвимой стороной.